делать что-то лучше плова? Казан, плов. Друзья пришли. Сейчас будем еще что-то кушать. Так, если плов у нас тоже сегодня слегка особенный будет. Начинаем. Вот у меня чудесный бараний жир, курдюк, вытопленный. Отправляем чуть-чуть в казан. На самом деле я делаю смесь масел. Очень редко готовлю с одним маслом, поэтому вот смесь это что-то, что делает то самое, что нам надо. Добавил совсем немножко. Включаю огонь, пусть это дело все растапливается. Не вытапливается. Вытапливалось это до того, как. Так, следующим туда же отправляется немного масла с виноградных косточек. Совсем чуть-чуть. На самом деле, почему чуть-чуть? Потому что у меня тут шикарный совершенно асадо. И тут достаточно жира, который еще вытопится. То есть у меня получится то самое количество жира, которое мне необходимо потом будет для риса, чтобы этот рис был пловом, а не чем-то другим. И немножко кунжутного, китайского, шикарно. Все, смесь готова на самом-то деле. Пусть себе греется. А пока что тут у нас есть небольшой аперитив. Ой, спасибо, дорогой, какая прелесть. Дай Бог здоровья твоей жене. Лу, спасибо большое. Бахш. Вот пока мы будем делать другой плов, мы покушаем немножечко бахш, чтобы с голоду не умереть, потому как вот... Так, все. Ложки, да? Так, седые стройные мужчины. Так, ну что ж, приятного аппетита. Приятного нам. Замечательно. Вкус специфический. Дай Бог тебе здоровья и многих-долгих лет жизни. Молодец. Лу, спасибо, класс, вкусно, супер вкусный бахш. Че вообще не так вот тут? Можно покушать было. Мы успеем все. Пока сейчас я могу накрывать все остальное для того. Супер бахш. Как в хорошие, добрые времена. Блюдо по соседям, по друзьям. Восток. Все, что готовилось дома, давалось близким. Есть хорошая традиция восточная. Пустыми руками не ходить в гости. Приносить свои блюда. Быть к нам. Лу, спасибо, отличный бахш, великолепный просто. Спасибо, шикарный. Я тут даже остановиться не могу. Так, масло нагрето, уже дымок уже какой-то идет. Сейчас сюда идут обжариваться ребрышки. Супер осада, вот жирной частью. На самом деле я запечатываю мясо, я его как бы обжариваю со всех сторон до образования какой-то корочки. И потом я это все делаю в сторонку. Вот. А сейчас, ну, по дороге еще на самом деле вытапливается жир. Так, мясо запечатано, шикарно выглядит. Все, убираем пока что отсюда. Красиво, со всех сторон. Ребрышки запечатаны, закрываются и ждут в сторонке. Они нам сейчас не нужны. Так, сейчас вот эти вот чудесные пульки, которые я как-то обработал, куриные. Сейчас они тоже отправляются сюда. Вот таким вот образом это все выглядит. Так, все, куриные пульки уже готовы. Я их убираю из казана. Больше мне это здесь не нужно. Так, пока что туда же, где и мясо. Готовится в плове. В казан это больше не вернется, это пойдет в духовку потом. Все запечатано, красиво. Ну и сейчас начинается самое интересное. В казан идет лук. Лук обжарим,
Ребрышки возвращаются в казан. Очень красиво, очень вкусно пахнет. Ребрышки отправились к луку. Сюда же сейчас отправляется обжариваться морковь. На самом деле ее первая часть, так совсем чуть-чуть. Сюда же на мясо отправляется немного соли и перца. Если бы я это делал раньше, то перец бы просто сгорел. Так, отправляю туда же морковь, всю оставшуюся, чуть-чуть обжарилась там есть. И сейчас обжариваю все это вместе снова. Так, если морковь, то и специи. Первый раз положу зира. Растираю между ладонями. И перемешать следующий раз. Все, морковка пожарилась. Сейчас все это добро заливается водой и оставляется минут на 40 повариться. То есть мы делаем зерва. Так, это бурное кипение мне абсолютно не нужно. Вот. Так, переходим на другую конфорку. Небольшое кипение. Все чудесно. Крышкой я это не накрываю. Жидкости мне нужно еще немножко. Все. Последние зира растираем между ладонями. Так, расчесываем. Так, а влаги здесь недостаточно, немножко надо же, чуть-чуть кипятка. Вода выпарилась, накрыли крышкой, укутанной чистым полотенцем. Последнее запаривание. Огонь минимальный, минут 15. После этого я выключаю, постоит еще минут 10-15 и все готово. Так, мне тут разрешили казан открывать, да? Так, все, открываем казан. Ой, как красиво. Ой, как красиво. А что я должен был сейчас сказать, что некрасиво? Что даже если было некрасиво, сказал некрасиво. На самом деле, это некрасиво. Так. Рис рассыпчатый. Так, выкладываем слоями. Начинаем. Хорошо, красиво. Красиво падает. Ну, наверное, первый слой нам достаточно. Теперь надо докопаться до морковки. Кто там мне скажет, морковки немного. Ну, морковки действительно немного, но тут плов не про морковку. У нас есть еще что-то сладкое там. Так. Теперь мяско. Ну, мяско, кажется, очень красивое внутри. Следующее мяско. Ну, красиво внутри выглядит.
Потому что он вкусный наверняка. Тыква с айвой запеклась в духовке. Все это было замечательно. И вот наш результат сегодняшний. На самом деле меня очень порадовал. Все получилось замечательно. Итак, приятного аппетита. Если было не скучно, будем рады. Пишите, подписывайтесь. Лайк.